Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 25-й выпуск второго сезона «Пути со дна с прокачкой с нуля» в Escape from Tarkov. В прошлом выпуске славно поработал на миротворца, достиг 3-го уровня доверия, но при выполнении каждого квеста терялась лояльность егеря. И это вызвало некоторые трудности в улучшении убежища. Никита, Роман, Станислав, Целлофан, Дин, Джабраил, Александр и Владислав. Спасибо вам большое, парни, за финансовый вклад. На днях в Тарков был патч с несколькими пунктами оптимизации, но тем не менее игра остается требовательна к железу, если учесть, что игра растет и совершенствуется, что впереди релизы крутых проектов, например, Stalker 2, Сердце Чернобыля. Для меня лично очевидно, что для полного улета в серьезных играх нужна серьезная машина. Присматриваю сам и хотел бы порекомендовать наших друзей Boiling Machine. В своих ПК они используют только топовые комплектующие, поэтому их компьютеры собирают на базе видеокарт 30-й серии GeForce RTX. К тому же Boiling Machine одни из немногих заморачиваются над сервисом. 4К гейминг теперь доступен каждому, а NVIDIA DLSS обеспечит комфортный FPS даже в самых требовательных и новых играх на максимальных настройках, потому что FPS имеет значение. Технология трассировки лучей RTX также одна из необходимых функций для максимального гейминга. С видеокартой 30-й серии GeForce RTX вы почувствуете всю прелесть этой технологии в актуальных AAA проектах. Безусловно, любимые игры у каждого свои, но будьте уверены, Boiling Machine подберут конфигурацию ПК для вас так, чтобы именно в вашей любимой игре FPS всегда было на высоте. Ссылка на Boiling Machine в описании под видео. Всем приятного просмотра. Готово улучшение генератора максимального 3-го уровня. Устанавливаем. Где свет? Да будет свет. Готово улучшение медблока, в том числе. Все мы тут вложили нескромно, так в прошлом выпуске, так что можем позволить себе варку не только лидиксов, в которых куча целая, оказывается, надо будет в перспективе, но еще и можем кое-какие препараты, которые используются там в повседневной жизни. Тот же пропитальчик, например, можно себе наварить. В случае крайнем его можно будет продать неплохо, потому что есть галки, а можно самому использовать. В санузле у меня готов. Я тут запускал, да, он самый, ящик для магазинов. Теперь еще больше будет места у меня в схроне, а то они валяются там в россыпь. Ну и верстачок 3-го уровня у меня топерочек готов. Вот это улучшения теперь хорошие такие в убежище у меня. Теперь доступно улучшение разведцентра, потому что я медблок 3-го уровня поставил. Тут кое-что... пару флешек только купить, и вся любовь получается. Время возврата страховки бонус и денежная награда за квесты бонус. Во, неплохо. Но для улучшения потребуется 6 часов. Это, короче, к следующему выпуску будет готово. С удовольствием ставлю зону отдыха. 10 часов нужно будет мне до улучшения. К следующему выпуску у меня будет бонус к максимальному запасу энергии. Это вот хорошая вообще тема зона отдыха. Устанавливаем. Ждем 10 часов. В следующий раз будем энергичнее. А вот неприятности, о которых я говорил. Водосборник смогу поставить только при 3-м уровне лояльности егеря. Надо ее всего немного качнуть, так что первый квест егеревский сегодня. Этот квест будет резерв. Мне нужно найти склад продовольствия на резерве. Находится он в подземке под депо, под платформой загрузочной. Есть пару ключей от резерва, но посмотрим, если будет возможность, заглянем, используем их. Я готов. Идем на резерв. Вечерком можно идти. Долго я там лазить не собираюсь. Страхуем то, что надо. Ну и все. Снаряга нормас. Я готов. Погнали. Опачки. Как раз в вкусном таком месте меня. Тарков, спасибо. Спасибо, родненький. Здесь интересные железяки могут появляться. Тут ничего. Но то, что я в штабе, это хорошо. Здесь еще за спортзалом есть одна комнатушка интересная. Там тоже нет-нет, можно добришко найти. А на выход пойти мне... А на выход можно будет рычаг дернуть и в ту сторону. Но тогда у меня активируется, скорее всего... О, вот что-то есть, но это не то пальто. Тогда у меня могут активироваться... Господи, как их фамилия? Скажите, я скажу. Рейдеры.
Так что я потихонечку сначала схожу на склад. Подземку. Вроде бы кипиша никакого поначалу нет, и это хорошо. Это может означать, что довольно свободно будет дышать на локации. Здесь смогу проскочить где-то? Понятно. А вот здесь на бочку можно, да, наверное? Обычно, блин, там спауны, и в эту сторону бежит народ, но я против шерсти попру. Наоборот, в ту сторону. Вот она, эта платформа, и под этой платформой, под ней, вон в те бункеры мне нужно залететь. О, нормально. Даже свита нет, да, никакой? Опачки. А это как раз свита, да? Назад. Да, попёрся. Нет, нет, нет. Патроны. Блин, за 3 минуты размотали дикие меня. Вот так вот пришел, увидел, получил. Чутка не хватает опыта игры на резерве и не хватает немножко опыта игры против заряженных таких диких. Против свитовцев всяких. Надо было укрытие какое-то искать наоборот. Так, идем еще раз на резерв. Теперь Су-30, как уже темновасто будет. Вектор возьму и застрахую, пожалуй, его. Остальное такое себе. Давай еще разочек сходим. Теперь будем повнимательней, поаккуратней. А теперь меня... О, меня как раз, смотри, в бараках в этих, да, заспам. У меня один ключ, вот. Не понял. А, я в другом бараке. Вот от этого барака, который передо мной, блин, а там спаун прям в лицо мне будет, да? Лучше я тогда в бункер спущусь. Раз уж я рядом с бункером заспавнился. Не буду терять ни минуты. Быстренько лучше спущусь, сделаю, а потом, если живым оттуда выйду, то уже схожу в барак, открою эту комнату. Там от оружейной комнаты у меня есть ключик. Все не с пустыми руками уходить. Хотя квест довольно быстренький. Можно было бы туда-сюда и все. Вот, как видишь, не разыгранный, не это самое. Поспешил. Людей насмешил. Денек начался не очень. Так, здесь... С этой стороны надо. Ну, давай, пацанчики. Скажите, что вас нет. Вот вы здесь меня и развалили в прошлый раз. Все, отлично. Квест-резерв доступен к завершению. То есть выходить с локации нет необходимости. А значит, мы будем сейчас мешочек укомплектовывать. Вообще есть ключи, и куча их целая, от резерва, в том числе от вот этих вот складских секторов. Они все под замком, но там ящики. В основном там, конечно... Фламинго, но резерв богат на интересный какой-то лут. Здесь чаще всего встречаются какие-то и оружейные, и военные железяки. Компьютерные всякие, я имею в виду. Паракорды. Так что полутаться тут, конечно, интересно. По луту интересная карта. Так, вот этот барак и... По-моему, вот этот... Да, точно, это дверь. Она? А, не успел. РБАО. Если не ошибаюсь, ключ открывает.
Вот тебе автомат нулевый. В масле. СКС. А что такое по креплению? Это на Мосинку, что ли? А пофиг, все, выметим. Вот, потихоньку, помаленьку, вот так вот. Рюкзачок и собирается. А вообще можно было бы в коняшек сходить, да? Упс. Я себя обозначил, что я здесь. А можно было бы по технике посмотреть. Вокруг техники же спавнятся эти и ОФЗ, и танки. Ой, танки говорю. Аккумуляторы танковые. Послышалось, что ли? Или я сам своих шагов шарохаюсь? Другие наушники надел, привык к Комтаку. Вот привыкаешь к одной какой-нибудь. Настройки, конфигурации. Потом как незнайка в солнечном городе лазишь. Где я смогу выйти? Я смогу выйти на люке, но там придется мне рюкзак скинуть. А разгрузка? А разгрузка у меня РПС вообще. Так что туда много не поместишь. Если ее нет, босса со свитой внизу и нет на платформе, то они могут быть либо на конях, либо на казармах где-то. В учебном корпусе, может быть, да? Давай коника посмотрим белого. Не-не-не-не-не, фонарик, спасибо. В принципе, что мне здесь смотреть-то особо, да? На резерве, конечно, есть у меня квесты. Но я пошел что-то... Даже особо-то и не посмотрел, что там за квестики такие. Мне главное сейчас егеря, в общем, заполнить. Там всего 200 нужно. Лояльности это как раз один квест. Но мы его в любом случае уже сдаем. Так что мы сможем водосборник поставить и пойти по другим квестам. А вообще, если не ошибаюсь, у меня должны быть квесты еще подземки, которые... Да, убить рейдеров в подземном штабе, резерва 5 человек. Да, здесь не надо выходить. Все, отлично. Ну, пойдем, там как раз и выйти можно будет на D2. Там же можно будет через штаб пойду, там же можно будет и посмотреть внизу, где рубильник, включается питание на D2 бункер. Там же можно посмотреть и программируемые эти процессоры и прочие прелести. Вот здесь может быть добрышка. Причем оно не тупо на поверхности... О, вот это я заберу. Не тупо на поверхности может лежать, а как будто зависшее в воздухе. Давай, наверное, знаете, что я рассказываю все. Не первый день, небось. Небо Таркова коптите. По кустам дикие
заспавнился. Капец, вообще даже дикарей нет, прикинь. 2 коня. Платформа, подземка. Не видать. Ну и ладно. Не очень-то и хотелось. Пошли тогда в бункер. В самый низ. Опа, вот эта дверь обычно закрыта. Делайте ваши ставки. Ага, сумка открыта, понятно. Ставки приняты, ставок больше нет. Ну, я думаю, что очевидно, там кто-то трется, ходит. Че, воюем? Ага. Есть контакт. Или это наверху было? Не, я вверх бы вряд ли отсюда услышал, да? Да, ящики открыты, двери открыты. Двери могут дикие открыть, а вот ящики... Это очевидно, кто-то копошился тут. Тук-тук, вать Машу, открыт даже ящик, смотри. А тут, походу, выгребли уже все. Как хорошо залетело. Нет, тут питание не подавали, но все в темноте вычистили. Молодцы, хорошая работа. Подземелье, получается, не видать этих типов. Ну и ладно, я вас искать тут не собираюсь. Давай тогда судьбу не буду испытывать. Пойду спокойно выйду на D2. Там еще на выходе можно будет кое-что полутать. Если я в ту же сторону, конечно, не иду, в которую эти ребята что здесь лазили. У меня немножко, если честно, другие планы были сегодня на этот выпуск. Но когда я увидел, что у егеря лояльность упала до 2-го уровня, очевидно, что надо было пойти и поправить немножко это дело. Так что сейчас все исправим. Нет, тут, судя по дверям, никого вообще не было. Эта дверь открыта всегда. А вот эта дверь закрыта всегда. Все как положено. И та дверь закрыта. Слева открыта. Открыто. Все не тронуто. Выглядит. Фары и решетки нет. А они нужны будут мне. Так, тут сейф. Ну да, даже сейф не открывали. Здесь очевидно, что никого не было. Так что нормалек, нормалек. Пока можно поковыряться. Вот, немножко барахлишка сейчас с собой домой отнесу. Картотеки. Не буду ковыряться долго в них.
Тут внизу еще могут быть документы с разводданными. А нет, нет, то ли на столе тут, то ли на катушке, не помню уже точно. Да. Ну чё, ну и ладно, пофиг. Пусть немного добра, но хоть что-нибудь вынесем. Ага. Все, хорошо все. Так. О, 218. Забираться. 218. Он чего-то стоит, по-моему. Правда, не помню, есть у меня такой или нет. Я помню, у меня 219, по-моему, есть. А 219 как раз... О, топливо. Нормально. Вот тебе и перед выходом бонусы. 219, по-моему, он это смежный с 218. Или что-то я, может, путаю. Ну, сейчас посмотрим, проверим. Если он не нужен будет мне, то продам. Все, отлично. Хороший рейд получился. 15 минут ни много ни мало прошатался и даже меньше 1000 опыта. Ну понятно, я даже выстрела ни единого не сделал, так что норма. Закрываю резерв и... О да, теперь он у меня 3-го уровня егерь снова. Зашибись. Докупил все, что необходимо для водосборника. Сразу же, пока есть егерь 3-го уровня, 16 часов, нифига себе. Но пусть будет так. Все, большое дело сделал. Теперь пойдем на развязку. Я взял с собой сайгу. У меня еще тут есть пушки, которые надо бы просто слить и продавать. Как-то это, жопа давит, душит. Что она там делает? Жалко, в общем, продавать добро. Пойду лучше солью, если что. Пойду на развязку, хочу сделать квест для барахольщика. Застраховано уже все, что мне необходимо, так что затраты нулевые практически. Погнали в торговый центр. В планах на рейд заглянуть в торговый центр и попробовать сделать квест от барахольщика с осмотром 5 магазинов, авокадо, топ-бренд и бла-бла-бла. В общем, по ходу расскажу, что за магазины. Так как уровень персонажа уже подбирает, а лояльности у барахольщика нет. Пока нет необходимости острый, прям конкретно барахольщика качать. Хочу немножко разбавить, так сказать, контент, сходить на развязку, на другую какую-то локацию, а то берег, он тоже... Он и меня уже задолбал, если честно, немножко. Так что вперед на развязку, попробуем тут квесты поделать. Так. А спаун-то у меня нормальный. Давай видеокарту мне сразу, и я пошел квест сдавать. Нету видеокарты. А жаль. Если мне посчастливится найти одну видеху, то я на выход сразу. Попробую ее вынести с галкой. У меня же там еще садоводство, часть 4 висит у механика. Так, через низ пойти или через верх, наверное, лучше, да, пойти? Внизу и вверху могут быть дикие, но видеокарта вверху может спаунануться. Так что перваком в идею. Есть у меня еще квест, который, ну, не нужен там активировать или что-то еще на развязке. Вернем ультра былое величие, что ли, что-то в этом духе называется квест. По этому квесту мне нужно убить 25 диких на развязке. Но я, честно говоря, хотел бы совместить этот квест с квестом от терапевта. Я, блин, не вспомню, как он называется, но вы должны знать этот квест, кто не первый день в игре. Там нужно 30, что ли, или 40 диких настрелять с расстояния менее 60 метров, при этом, чтобы была надетая маска респираторная, либо противогаз. Опачки. Видел на кассах, да, пробежал? Так. Это наш клиент или конкурент?
Ага. Да, это дикий. Нормально, это наш клиент. Давай поближе подходи, а то у меня... Чё, куда делся, в смысле? Не понял. Был пацан и нет пацана. У меня рип патроны. Ну и пойдет как раз. По дикарям шлепать, да? Лёва отсутствует. Ладно, подойдет, я думаю, сам. Дикие они такие. Поорал, сбежал, потом опять придет. Поспрашивает, что почем. Опа, Тетрис. Мое добро. А, во, я же говорю, придет. Блин, Тетрис бы затарить по-хорошему. Наверное, он дороже стоит, чем ибупрофен. Хотя ибупрофен сейчас 1060. На десятку дешевле Тетриза. Пока Дикий там присматривает, я спокойно здесь пошарюсь. Газанчик. И все. Ну что, давай счет открываем. Все, понял. Нормально. С почином. Счет открыт. Надо бы по-хорошему под такую сайгу бауманскую, да? Надо собирать магазин это побольше, на 10 выстрелов. БТшечки. Я скажу, тот Диса крохоборищем. БТ-патроны с дикаря вытряхивает. С 10 патронных магазинов. Ну а чё? Почему нет? Если да. А чё ты один-то тут делаешь? Или ты не один? Похоже, что один. О, щелочь, господа. Вжух, забираем. Путевка в санаторий, часть 7. Вот это. Мне бы по-хорошему это домой отнести. А я вот опять что-то пошел за одним делом, а начал делать совсем другое. Нет, видеокарты нет. Че, давай по магазинам тогда прошвырнусь и на выход, пожалуй, пойду. Дикие-то они сами по себе по-любому настреляются. Это раз. Во-вторых, если я буду совмещать с квестом от терапевта, то параллельно выполнится это 2. Ну и в-третьих, острой нужды нет в прокачке барахольщика на данный момент. Или может я что-то не понимаю? Тиренд. Первый магазин. Распродажа квест. Во. Тиренд есть. Дина. Клозес. Опа. Тоже есть. А это в медблоке кто-то топанул. А, да, все, там пули кладут уже. Нет, тогда не пойду я в ту сторону. Давай с этой стороны попробуем обход сделать. Может быть, они там что-то
по каким-то квестам, книги, там еще что-нибудь. Пусть пока прогуляются, а я здесь. У меня здесь есть еще пару магазинов. Тут круг почета, короче, надо дать. Причем на первом этаже все эти магазины находятся. Как бы меня сейчас тут Килла не встретил. Срип патронов 5 патронных магазинов. Что я ему тут сделаю? Так только. Разозлю. О, все, классно на той стороне. Да-да, пошли по своим делам. Нормально. Так, вот он, топ-бренд магазин. Это какой уже? Это уже третий по счету. Третий. 2 получается. Авокадо и Костин. Блин, а Костин где? О, а Костин за МЧС там и остался. Окей, тогда через авокадо. Да, Костин и авокадо остались. Понятно. От авокадо поопасней. Кости вроде бы наоборот. Кости, говорю, Костин. Магазин наоборот должен быть поспокойней. Там ценного не так много, как может здесь быть. Смотри, тут даже покушать что есть. Заберем. Тут самые интересные магазины в плане железа, видеокарт. Расмуссен. Теклайт наверху. А вот это вот как проходная. Она еще с деревянным полом. Здесь топаешь, как по мозгам. Это что такое? Ничего нет, получается. Вот это заберем. Миксер. И вот он. Авокадо магазинчик. Мать твою, вы чё пугаете так? Фу, чуть не обделался, блин. Подзадача выполнена. Все, только Костин остался. Вот сейчас я лоб в лоб, да? Выйду с типами, которые здесь стреляли. Блин, питание подали, а это как раз со стороны идеи, оттуда они могут подниматься. Но они, возможно, через Гашан пойдут. Опа. Ага. Все, понял. Занимайтесь, развлекайтесь. Я пошел по своим делам. Дикий там обнаружил кого-то. А вот и Костин. Твою мать. Не пустили меня, в общем, в Костин. Получил в голову. В ухо получил, точнее. Не совсем понятно, откуда меня убили. Понятно, что со спины, но не... Блин, я не ожидал, что он так быстро меня преследовать начнет. Может быть, там напарник его, я фиг его знает. Утешительный приз. Тетрис и нож. Ура! Нормально все по большому счету. Картоху прикупила, все остальное уже имеется. Вот как раз я сейчас вот эти пухи, которые не актуальны на данный момент уже. Вот я их сейчас потихонечку все это и солью, получается. С ПП Витязем пойду. А, подлечиться еще забыл. О, отлично. Пошли еще раз. Развязка 15. А уши картошки. Да и все. Вперед. Только Костин осталось проверить. Ладно, нормально. Выходим, смотрим. Костин, шмаляем диких и домой. О, пойдет. Нормальный такой спаун. Хотя, блин, с моей пушкой, если сейчас соседние спауны тоже будут активны, то могут возникнуть проблемы. Хопа. Работает спецназ. Блин, тут пройти, оказывается, можно было.
Все, самый мощный получается. А, все, устал. По левую сторону надо будет поглядывать обязательно. Я уже тут сталкивался и не раз с точками появления на карте, что левее, они в основном сюда, если бегут, то стараются по-быренькому проскочить. А похоже, тишина. Че тогда, через подвал? Главное, чтоб Килла меня сейчас тут нигде не встретил. Все будет нормально. Нет, тихо, отлично. В общем, сейчас мы тут, не брезгуя ничем, попутно попялимся по ящичкам, по сумочкам. И здесь же эскалатор, который выведет меня в аккуратно кассы идеи. А там уже рукой подать будет до Костина. Ну нет. Диких, интересно, вроде нет. Обычно дежурят здесь на эскалаторах один или двое. Не успели появиться еще, что ли? О, вот это хорошо. Ну все, пошли тогда наверх. Блин, а вообще интересно заглянуть и в офис идеи. Но я сейчас начну опять туда-сюда гулять. Ничего путевого с этого не выйдет. Давай сразу тогда в Костин сходим. Блин, тут оказывается недалеко совсем от Тиренда было. Можно было бы напрямую в Костин пойти оттуда. Типа не побояться того, что кто-то здесь на МЧС был. Но если бы я здесь погиб, то мне пришлось бы потом опять обходить это все и идти в Dino Closes. А нет, я уже на тот момент посмотрел. Топ Бренд пришлось бы идти смотреть. Авокадо. Так что нормально, нормально. Все, подзадача выполнена. Единственное, чтобы закрыть теперь квест, надо выйти с локации. Так. Тут можно вкусно найти чего-нибудь. Ту же видеокарту. Но не сегодня. Центр туда буриться. Да не буду я ничего рисковать. Пойду диких своих постреляю, да и пойду вынесу домой квест, да? Вот там стреляются. Кто-то диких, что ли, тоже? Это как раз происходит на Тетсе. Тетс. Частенько принимает там гостей. Там и дикие появляются, там и точка спавна ЧВК. Туда и бегут ЧВК, чтобы питание подать. Так что это нормально, что там возня происходит постоянно. О, вижу дикого. Нифига. А это дикий? Так, вот это дикий. Слышу, слышу. Да, это дикий. Зашибись. Вот, парочка уже есть. Заберем.
Для опыта можно было бы забрать. ПСки. Мне бы сейчас буст, если честно, вообще не помешал бы ни разу. Какой-нибудь типа библиотеки или воздушного фильтратора, который на 40% там увеличивает скорость прокачки физических умений и способностей. Опа. Еще кто-то? Ничего себе. Вот этот изначально меня кошмарил, по-моему. Нормально ты, нормально притаился. Блин, да нафиг мне этот АКМС, да? Чисто опыт. Опыт будем дербанить. Трое есть. Сейчас патроны надо докинуть. И можно на ТЭЦ идти. Готово. Ой, еще покушать. Блин, а можно было бы мешок мне собрать тут еды, да? Вон туда в уголок сходить и набрать полный мешок еды. У меня холодильник теперь имеется. А в холодильнике там мышь повесилась. Пару-тройку консервов, пару-тройку питья и все. Ну или в лес сходить можно было бы, да? Твою мать, мне не послышалось. Это за мной выехали. Блин, с двух сторон. Да ё-моё. Все, приехал я, походу. Похоже, что это конечное. Ялки-палки. Жестко задушили. Ну что, недружелюбно накидали так мне пацанчики. Долго провозился я там, проковырялся с этими дикарями, что думал, ходил. Закрыть, короче, квест пока не получится, надо было выжить в эти локации. Ну и ладно, мы не расстраиваемся. Пошли тогда за... Нет, подожди, надо отличить товарища ЧВК. Во. Это же все, вы говорите, считается, если лечишься в убежище. Пошли тогда за Дикого сходим. Пойдем за Дикого, естественно, на развязку. Я хочу сходить в Олли и постараюсь сразу же выдернуть оттуда емкость щелочью, чтобы закрыть у миротворца путевку в санаторий 7. Вот сейчас за Дикого цель на рейд очень даже простая. Мне просто нужно будет внедриться в Олли, посмотреть, что там по щелочи, и все, и просто выдвигаться в сторону выхода. Больше мне ничего не нужно. Всего одна емкость с щелочью. Нифига, мне 21 минуту дали, сходу тут наспавнилась толпа. Двигается как обычный дикий, так что 20 минут у меня имеется. Что мы можем сделать? Мы можем посмотреть вкусняхи тут. Я думал, мне в 10 минут всего дадут, как обычно. Поэтому я, пожалуй... А, тут уже, по-моему, все вычерпали нафиг. Это что такое? Вот же фон. Заберем. Или все-таки в Олли? Давай сначала по кассам здесь пройдусь. Пойду в Олли, заберу щелочь и пойду все. Таки домой, ты что творишь? Ненормальными. О!
Да ладно, серьезно. Щелочь. Есть контакт. Ну чё, пацаны, я пришел за щелочью, я нашел щелочь. Я пошел домой. Пойду на выходе ЖД, так как здесь есть несколько сумок, целая куча тайников в стороне выхода. Фу, надо вытащить эту щелочь, надо закрыть, надо получить доступ к следующим квестам миротворца. Ну, мешок у меня небольшой, так же, как и разгрузка. Так что я готов поспорить, что если тайники не вскрыты, то я легко набью полный рюкзак интересным лутом. Четверть ляма как минимум вытряхну. О, открыто все. То есть закрыты. Не тронуты тайники. Газанчик. Следующий в середине, где картинг. Вот он. О. 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 А, ништяк, ништяк. А тут получается развилка, чтобы под мостом тайник посмотреть, мне зигзаги рисовать придется. Тогда не пойду я, слушай. У меня здесь по левой стороне сейчас, если пойду, 5 целых тайников, мне этого за глаза все равно хватит. Можно на 105-й, кстати, прицел присобачить. Что там по патронам у него есть еще что-нибудь? Половина ПС. Давай прицел оттуда. Вот так вот. Во. Если что, ря-та-та, зажимать будем. Нулевый 105-й. Эргономичный автомат. Хорош. Но чтобы его собирать на контроль отдачи, придется жертвовать эргономикой. Так что он большой популярностью особо-то и не пользуется, этот автомат. А так волына достойная. Опачки. Еще 30 тысяч. О, еще 30 тысяч. Там мы выпьем по ходу где-нибудь. Где-то тут под елочкой бочка должна быть. О. Пока не густо, конечно. Но я половину только тайников посмотрел. Нормально, нормально. Ага, капец. Ну вот тебе тайник тайнику, да? Так, а тут где под кустом? По левой стороне? Нет, не по левой. Прикинь, забывать начинаю уже. Блин, надо и правда вот стримить. Надо в натуре. Вот следующий сезон наверняка я начну стримить уже с основного аккаунта, где гамма подсумок. Потому что сейчас скачаться до капа — это самоубийство. Нормальные люди, я не знаю, навряд ли будут качаться. А стримить как раз можно было бы на Твиче или какой-нибудь типа лайв-канал, чтобы все вот или в одну кучу все валить. Пока не решил, короче. Но можно будет стримить. Вот, например, с этого аккаунта. С минимального. Так, вот это очень вкусно выглядит.
А если я выну магазин, то он 3 ячейки займет и поместится в разгрузку. Во, ништяк. Огонь. Так что стримы, скорее всего, будут со следующего сезона. Стримить с одного аккаунта будем, а путь со дна будет с основы. Уже на максимальном паке, с огромным схроном, с большим гамма-подсумком. Блин, я бы элит тоже забрал по сосиже. О, здесь есть у меня ячейка. Ваше здоровье. Есть. Ну все, я пошел. Не хочу больше тут лазить. Что-то сегодня денек не особо. Меня настреливают нормально так. Втаптывают в асфальт. И закатывают сверху. Фу, щелочь вытащил. Зашибись, миротворец, жди меня. Я иду. Все, закрываю путевка в санаторий, часть 7. Последнюю щелочь я ему передаю. И вот даже здесь, выполняя этот квест, егеря минус 0,1, блин. Лояльности. Ну как так жить? И опять у меня теперь егерь 2-го уровня лояльности. Это вообще ненормально. Груз X, часть 1. По этому квесту мне нужно компьютерный зал Восточного крыла санатория. Так, ключ есть. Знаем, где это. Сделаем. Мокрое дело, часть 1. Убить диких на берегу, используя винтовки М4-1 и удар с глушителем. О, а вот это вот я буду совмещать с квестом Миротворец. Так что этот квест пока откладываем на некоторое время. Собрал себе довольно бюджетную МП5 с трофейной, которую только что вынес из рейда. Глушитель, магазин, да и все, в прицел с планкой, вся любовь. Ну и в качестве болтовки, болтовое дело мне тоже надо развивать. Я взял М700, тоже трофейная лежала на складе, будем потихоньку использовать. А снайперское дело у меня практически не прокачано. У меня тут 5,7 из 30 только. Маловато. Сегодня также закрываю оружейник, часть 15. Будем пробовать сейчас собирать М1А. Требуется крепление Ultimac М8, оптический прицел Night Force 73556, коллиматорный прицел Т1, так-блок Holosun, эргономика за 20, сумма отдач меньше 400 и вес 7,3 килограмм или меньше. Ну и плюс не прописано в требованиях от механика, но на скриншоте очевидно видно, что это ложе Архангел. Надо будет не забудьте его тоже прикупить. Все, готово. Я все, что необходимо, прикупил. Смотри, М1А у меня была уже трофейная, лежала. Я теперь беру просто ложе Архангел для него, втыкаю. Ultimac М8 мне необходимо для установки крепления и прочих прелестей. Устанавливаем его. Затем, чтобы поставить прицел, мне нужно будет кучу целую тут креплений воткнуть. Первое из них это UTG-4. Редкая такая штука, ну а у меня доступна она за торговцев теперь. У торговцев точнее. Крепление 3-4 мм для оптики Night Force. И сама оптика, собственно, Night Force 73556. Для установки М1 прицела нужно будет крепление Aimpoint. Устанавливаем его, на него сверху втыкаем микро Т1. Не играбельно, там прицел в прицел, текстура в текстуру входит, но тем не менее это можно сдавать по квесту. Holosun, тактический блок. Он устанавливается без всяких направляшек и прочих прелестей. Ну и чтобы сократить отдачу, мне нужно будет поменять наконечник ствола, она же газовая трубка, стандартную убираем и цепляем на ствол Сокомовский 76251, он же и газовая трубка, он же и переходник для компенсатора Один. Его устанавливаем и все вопросы решены. Эту пушку можно сдавать. Играть с такой волыной можно, конечно, только надо будет на скошенный прицел ставить коллиматор, потому что он... Я не знаю, как целиться в него. Это баг, безусловно, но это работает, можно сдавать. А так оружие, в принципе, годное. Вполне себе. Отдаем механику по оружейнику М1А. Предпоследнюю часть мы завершили. Остался последний квест оружейника, часть 16, но он будет доступен чуть позднее. Мне надо прокачать персонажа сначала. Так что с оружейником почти что завершено. На ближайшее время точно. Все, на этом буду на сегодня заканчивать. Всем спасибо за просмотр, за поддержку, за отзывы. Всем отличного настроения, приятной игры. Играйте по кайфу, смотрите то, что по кайфу. Увидимся, услышимся в следующем выпуске. До свидания.